друзья! Мы прошли в плей-офф, как вы уже знаете. Порадовались чуть-чуть, отдохнули и снова в бой. Сегодня у нас медиа-день, классический медиа-день перед стадией плей-офф. Мы поедем с ребятами на тот же стадион, где проходила стадия легенд. В планах несколько видео, какая-то фотосессия, в общем, все как обычно, но я вам предлагаю провести этот день вместе с нами. Мои поздравления. Я вчера пропустила ваш матч, но я смотрела его в номере, очень сильно переживала. Если честно, я чуть уснула, уже были там моментики, когда я, в принципе, слишком в вас хорошо верила. Так и получилось. Поздравляю. Спасибо. Давай сделаем некие... Ладно, давай сначала поговорим о матче против VIP, overall, так сказать. Это было Мираж и Даст. Да. Естественно, Мираж наш, Даст их. Но старт был довольно медленный. 9-6, кажется, закончилась, да, первая половина? Да, было вообще 9-3. Ну, короче, да, было очень сложно. Расскажи, ожидали ли вы, что будет такой медленный старт в конкретно этом матче на вашем выборе? Я думаю, все ждали, что будет чуть легче, но как бы мы знали, что такое может быть, поэтому не растерялись и добрали свои раунды за атаку. Точнее, да, за атаку, а защита была уже проще, потому что мы уже играем хорошо в защиту. В целом на турнире будто бы у всех команд сейчас с атакой проблемы. Ты замечал такую тенденцию? Ну да, тут вообще много сенсаций, какие-то странные игры. Но, в принципе, я рад, что мы собрались, потому что могло быть по-другому все закончиться. Как думаешь, с чем это вообще все связано? Точно я, наверное, не назову причину. Возможно, это оверолл какие-то микромоменты, недоигровки и, не знаю, может быть, недооценка в каких-то моментах. Блейд говорил в интервью в ЛТВ, что вам необходима именно турнирная практика. То есть то, что вы наработали на буткемпе, то, что вы много раз говорили, необходимо уже на практике, собственно, реализовать. Вот мы вышли со счетом 3-2. Как говорится, больше игровой практики быть не могло в стадии легенд. Ты ощущаешь, что, по ощущениям зрителя, с каждым матчем вы набираете. Вот лично ты по себе как оцениваешь? Ты в первом матче против Vitality и ты в последнем матче против Бигов. Да, можно так назвать, потому что проще стало играть в плане приспособился к этой арене, сейчас она еще будет больше, будет Надо еще заново интереснее. приспосабливаться? Да нет, на самом деле, в первом матче просто было, как сказать, немного некомфортно из-за какого-то шума, потому что непривычно именно, что на столике большой уровень шума. А сейчас уже наоборот, мне кажется, все приспособились, все готовы играть на большой арене. Думаю, даже это плюс для нас. Ты отмечал там против Cloud9, когда мы отдали камбэк, ты говорил, что ты плохо понимал, что вообще происходит во второй половине. Это именно не то, что в игровой, как будто, в общем, по раундам. То есть мы делали какие-то вещи, и мы не могли до них дойти. То есть нас давали опыты, мы не могли нормально там заколить, разыграть. То есть в этом плане. Фурия. Все очень сильно много пишут об этом, о том, что мы боимся, о том, что это будет тяжело, о том, что это худший соперник, который может быть в Бразилии. Что ты думаешь об этом? Я ничего не боюсь. Мне все равно легко играть. Наоборот, мне кажется, это будет очень интересно, когда вся арена будет топить против тебя. И это дает какой-то, наоборот, как я люблю говорить, темным лошадкам намного комфортнее играть. Мне кажется, в этом плане нам будет, наоборот, помогать. Класс. Хорошо, тогда я тебя отпускаю на мейкап. У нас продолжается медиа-день. Мы пойдем посмотрим, что делают ребята и куда их повели. Let's go. The first one. Мы едем сейчас в другой павильон для того, чтобы снять видеоконтент. Вот. Надеюсь, ехать недалеко, потому что сюда мы как-то ехали совсем другой дорогой, и черти сколько. 5 minutes later. Мы приехали в то же место, где мы были первый медиа-день. Ребята уже повели куда-то на другие съемки. Саши сейчас вешают микрофон. Для чего это вешают микрофон? BBC документалка. Да, BBC же снимают документалку про Major в Рио. И будут снимать то, что говорит Саша. Зачем? Зачем-то. Итак, я сейчас являюсь контент-мейкером Александра Костылева. Мы будем делать ему Super Reels на Instagram. А параллельно какие-то люди из BBC решили снять такой же кадр, понятно?
here with Alex Machine, the broadcaster for the Rio Major and many more. So, we've been waiting for this major for such a long time. Are you disappointed or not? Oh, I'm very hyped. I mean, like, we've never had a group stage like this. Yes, never. Never. With like thousands of fans, drums, whistles. It's like oh, I'm not using this microphone. I'm like adjusting it, making sure you can hear me. But yeah, no, we've never had anything like this. I'm losing my voice. We haven't even got to the playoffs. Trying to compete with the crowd is like a new challenge. I've never had to do this before for the whole group stage, and now we're gonna like have four times that many people in an arena for the Counter-Strike. You guys are playing against the crowd. I'm terrified. I mean, they'll cheer for the good Counter-Strike, but they also will cheer for their boys. They will cheer for the boys in the first Your place. boys might make it a bit of a library. Yeah, I can relate, but yeah, it's a little bit scary. You've been casting from the venue for the whole time, so you can speak. This is surprising. Yeah. How hard it was to overspeak the crowd to cast in this situation. It's crazy. I mean, we have it in our headsets, the crowd sound. And I was casting, what was the last game? It was Spirit Liquid. Spirit Liquid. And they loved Liquid. Yes, like they decided they loved Liquid, and so we were like, just to finish my sentence, it was like typically I was pushing my voice like I would normally have to do for the stage. The big moment. Oh, Just to say like, they get the round, I have to really push it like this, just so you can hear me, because I can hear them, and it's just so loud. And sometimes we don't speak because they're singing, they're doing a whole performance. Drums and stuff. Yeah, I mean, I'm like bopping to the beat, like that. It's catchy. It's brand new. I think this is going to be a legendary major. It will. What are your predictions for the playoffs? Ooh, I think I actually rate the CIS teams here. Like, yeah, we have 4 CIS exactly. teams Like we in could the have playoffs. 4 in the semis. Yeah, it's not out of the realms of possibility. I think Outside is a bit of a dark horse. I also think Na'Vi finals, and I don't know who from the top side of the bracket. Could be Cloud9. But yeah, I think this. What about Heroic, Fnatic? Heroic look good. Yeah, Good. Definitely could be a fun. You guys have Heroic in your semi, right? Probably, yeah. I think if that they could be, will win. if they win, that could be a crazy. Na'Vi Heroic is, El Clasico. A Classico, it is. It is. I mean, and it's like a perfect battle between the like straight-faced Na'Vi and the fiery Heroic. So I hope we will see more emotions from our guys on the stage. They really love the crowd, even though they know that they won't cheer for them in the quarters. But I hope that if we will win Furia, they will cheer for us. I think semis. that's possible. Yeah, especially if it's Na'Vi Heroic. I think that's when we'll get like the Liquid Spirit kind of vibe where they choose one. They'll choose one. So you guys should have. I mean, this is not necessarily your major, but it could be. It could be. You just did the interview with Furia and our guys. What were they saying? Are they, what are they thinking about before this game? Well, we were talking a lot about the mental game as well. Like, it was super interesting to hear their thoughts about like staying composed when bad shit is happening. You lose a bad round, how do you reset? That was interesting. We talked a lot about the fact that the crowd will be against Na'Vi in that first game. I mean, what did Furia say for that? Well, Furia said that initially they found it scary because they felt responsible for the crowd. Like, you're playing in front of them, but they're learning to turn that energy into something good. Like he was saying they were 10-1 down, 10-1 down against Spirit. And Furia managed to dig themselves out of that hole because they won a round and the crowd cheered like they won the major. And it was like, okay, maybe we can do this. They're cheering for every frag. Actually, I mean, not even the round. No, it's hype as fuck. Oh, yeah, it's gonna be amazing. Thank you very much. Yeah, have a good day. Thank you. Всем привет, дорогие друзья, это студия аналитики, и сегодня мы попробуем предсказать события, которые произойдут в плей-офф стадии мейджора в Рио. Так, завтра у нас начинаются матчи Outsiders Fnatic, Mouse, Cloud9. Как вы считаете, в первой паре Outsiders Fnatic кто одержит победу? Best of 3. Думаю, Outsiders точно для меня. Я тоже думал, Outsiders выиграет. А как вам Fnatic? Они ведь тоже удивили кого-то, наверное, не все ожидали такого результата. Fnatic, в принципе, я понимал то, что они могут выйти, но прям 100% уверенности у меня не было. Но они молодцы, проделали такую работу. Кримс вернулся. Кримс вернулся. Он такой хорошо выглядит, такой молодой.
в отличие от меня. Илья присоединился к нашей студии аналитики. Илья Перфекто, здравствуйте. Аутсайдерс или Фнатик? Аутсайдерс. Аутсайдерс. Как думаешь, 2-0? Будет борьба или нет? Но если Fnatic будет играть так же, как последний матч, то может быть 2-1. Но Аутсайдерс в хорошей форме тоже, поэтому 2-1 или 2-0, да. Следующая пара Маус против Cloud9. Мауза, которые вот-вот играли Академ-лигу, проходят в четвертьфинал мейджора, да, с усилиями, но тем не менее. Денис, как ты оцениваешь эту команду и вот такой феноменальный результат быстрый? Ну, по-моему, на уровне академик они выделялись. Да, они всегда без выигрывали шансов Академ-лигу. Выигрывали ее всегда, поэтому... И, насколько мне известно, там такая академия была, что набрали игроков не особо, которые подходили на тот момент в академию. Ну, то есть не самые там, не дети, да, вообще? Да, там у них уже опыт был по 300, по 400 карт на ТВ. И как вы думаете, кто победит в этом противостоянии? Cloud9? Или... Cloud9, я думаю. Cloud9? Ну да. На опыте? Cloud9 выиграет. И индивидуальные сильные игроки просто. А ты, Илья? Да-да. Клауда. Хорошо, Клауда Аутсайдерс, это значит, у нас будет полуфинал СНГ команд. И дальше следующие пары, которые играют послезавтра, Spirit Героик первый у нас. Как вы думаете, кто же там? Спириты вроде как не всегда выступают хорошо на ланах, но на мейджорах, видишь, у них получается, проходит второй раз в плей-офф. Как думаешь, Спирит или Героик? Ну, я думаю, для меня это будет самый... Неоднозначный? Неоднозначный матч, да, из всех, которые ты перечислила до этого, но очень, скажем так, хотелось бы, чтобы выиграли Спириты, но объективно Героики посильнее, мне кажется, как команда. Илья, ты что? Я также, да, хотел сказать. Возможно, какой-то прешер будет на две стороны и посмотрим, кто лучше справится. Валера. Спирит. Я не могу назвать вообще никого фаворита. Это для меня матч 50 на 50, да, вообще непонятно, кто выиграет. 50 на 50. Да. Но это же наш, подождите, это не наш потенциальный соперник, да? Это я сказала, это наш что будет... потенциальный соперник. Наш, да, все правильно, мы же в один день играем. Вот вам бы кого, Героик или Спирит? Без разницы. Если мы победим, да, чтобы не сглазить. Без разницы? Да. Ну и Нави Фурия. Это, вот я уже Илье задавала вопрос, очень многие говорят, сейчас все говорят только о том, как сложно нам будет играть на сцене. Валера, вот ты, наверное, наименее опытный из своих тиммейтов, вот ты будешь переживать, когда фанаты будут кричать, бить в барабаны, орать и, возможно, желать нам смерти? Но не хотелось бы, конечно, чтобы нам такого желали. Не очень хотелось, но так будет. Так скажем, я всегда хотел сыграть против сцены, против публики. Да? И да, я еще хотел на Бласте сыграть, когда Астралис могли выйти в финал, но вышли в Виталити. Вот, и сейчас такая возможность пришла. Фурия — это такая агрессивная команда, у них очень агрессивный стиль игры, и за счет этого они людей, собственно, и давят. Вы знаете, как справляться с этой... Вы знаете, как справляться с этой агрессией? Давить Как не ответ. подготовиться? На самом деле, мы очень много раз играли против них, знаем, как это работает. Возможно, тут сцена будет им помогать и будут делать еще более агрессивные вещи. И это будет их ошибка, будем их ловить? Посмотрим, но мы будем готовы, я думаю. Денис, ты как капитан, против кого бы тебе играть сложнее? Против какой-то скриптовой команды, в которой ты, в принципе, знаешь, что ожидать, или таких, как Фурия, которые несутся на тебя этим поездом? Так, по-моему, кстати, они несутся, это их скрипты. Да? Если мне ничего не... Да, я тоже. Такой Я у них ни в чем не паттерн, да? ошибаюсь, да? Это их скрипты, потому что вот так носиться иначе это очень сложно. Ну хорошо, ты понимаешь, как действовать против них? Тяжело ли колить, когда против тебя играет такая команда? Принимать решения быстро и правильно. Главное, чтобы команда была готова к этому стилю. Я думаю, что наша команда будет готова к этому. Хорошо. У нас заканчивается медиадень, кажется, все уже закончились наши активности, поэтому мы едем в гостиницу, правильно? И будем тренироваться 2 дня активно. Всем пока. Всем пока. Всем привет! Сегодня у нас необычный вечер. Как вы помните, мы до сих пор находимся в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро. Мы приехали на стадион Маракана. Это один из самых больших стадионов в мире, легендарный стадион, на котором сегодня в рамках чемпионата Бразилии проходит матч 2 команд. Каких? Флуминенсе и Гоэш. Флуминенсе и Гоэш. Там Митю раскручивают на билеты, а мы пока идем искать эти самые билеты. Какая цель нашего визита? Да. Окунуться в футбольную культуру? Почувствовать атмосферу бразильского футбола. Да, Должно потому быть что круто. уже завтра на стадионе начинаются матчи мажора, а нам нужно, как бы, кстати, чтобы было с часть чем подготовки, сравнивать. Часть Да, подготовки нас. И изучить культуру боления бразильцев, чтобы... знать, Чтобы как быть победить. готовыми. Ехали мы сюда.
час, если не больше. Пробки огромные, мы проезжали фавелы, было страшно. Эстадио Марио Фильо, по-моему, это журналист какой-то. В честь него назвали стадион. Он действительно огромный. Но в народе Маракана он называется. Такие прикольные окошки маленькие, в которых продаются билеты. Мы сейчас еле нашли вообще их. 6 билетов берем, нас много. Людей тьма, я. Все что-то пьют, громко кричат. Ух ты! Так, кто должен получить желтую карточку? Публика реагирует неоднозначно. Тренеру желтый. Посмотрели, здесь вмещает стадион 80 тысяч человек. Для сравнения, Олимпийских игр вмещает 70, хотя кажется больше. Магазин мерча. Хочу сказать, что наш мерч киберспортивный шагнул дальше. Все как-то грустно. Но розовое мне нравится, что-то нужно захватить. Закончился первый тайм. Мы вышли пройтись, взять себе какой-то еды, посмотреть, чем кормят на стадионах. Заказываем у девушки еду, напитки. Вон оно меню. Разные напитки. Хот-дог, батат, наверное, крошка фри, наггетсы. В общем, обычные закуски. Там ничего не видно, а вот какие-то кляри, приколдесы. Вот. Чипсы, напитки, все. Ничего такого больше. Большая экскурсия по футбольному стадиону Маракана. Вы оценили мои операторские способности по достоинству. Сегодня же мы приехали на пресс-конференцию уже на наш стадион, где, собственно, уже сегодня стартуют игры стадии плей-офф, а наши игры будут уже завтра. Сегодня же мы даем пресс-конференцию для журналистов и прессы здесь же. Поэтому, да, предлагаю вам показать, как это пройдет сегодня. I have for electronic, I have omelette and this to US. Okay. Yes, okay. I have perfecto Yahoo. С переводом тоже? Амиран, так скажи, что так Саня БР делает? Там есть DOS2 BR, есть DOS2 US. Нам объяснили, что каждый игрок будет давать интервью разным изданиям, кто-то кто-то по одному. И из всего, что мы поняли, единственное это название Yahoo, и будет Илья давать Yahoo интервью, а Витя будет давать интервью Хуя ТВ. Это такой китайский стриминговый сервис, если что.
would be interesting. It would be another great experience because we played with 15,000 crowd. There should be 18 and 10 or 15 outside. So it's gonna be interesting because we're gonna play against crowd. This is something that he cannot agree with, or it's just we have to see, because at first, if they are the favorites, they have to beat us, and we will see this tomorrow. Мы в ожидании интервью. Забрали уже Валеру, забрали Сашу, забрали Дениса. У нас остались Илья и Витя, не востребованные на данный момент. Но я думаю, что никто не расстраивается. Илья, что скажешь по поводу этой пресс-конференции? Необычная, отмечали. Да, какая-то индивидуальная. Мне сейчас нужно будет делать для Yahoo. И я жду, пока Саня переведет кому там Денису и пойдет со мной. Да, в нього яху, а в мене хуя. Так і вийшло. .com, Идеальная синергия, як то кажуть. Понятно. Что, как праки прошли вчера, например? Сегодня еще впереди. Как потренировались? Как настроение? Боевое? Да, нереально очень. Нереально. Крутое. Что ты вообще не в настроении, Витя? Что таке? Я Так, не в настрої? не в нас. Я в настрої, в мене супер гарний настрій, все топ. Якісь ви дивні. Я тільки що побачив, що ігрова платформа в центрі, вона без кабінок. І це буде срака, я подумав. Якщо там справді не буде кабінок, це ж ехо, воно кругове. І ти сидиш по центру, воно там просто буде. Я. Hey guys, that's why I have two requests for you, okay? It's from, I already told you, it's Hood TV, Huya TV from China, and the Clutch, okay? They both are in video, and we clear there, you can make, okay? Илья, когда ты выучишь английский? Завтра. Ты вообще знаешь английский? Ты просто выделываешься. Не, я просто хочу более детально объяснять свою сторону, поэтому не хочу давать просто языки. Ну, на самом деле никаких опасений нет, я думаю, просто нужно будет приспособиться как можно быстрее во время матча. Думаю, все будет. Только что в телеграм-канале GGBet я увидела фотографию арены, ты уже выходил прям в стадион. В общем, дело в том, что кабинок нет. 15 тысяч стадион, публика, которую мы слышали уже, в принципе, в прошлой арене, и нет кабинок. Что ты думаешь? Ну, будет прикольно поиграть против Фурии на этом стадионе. Прикольно, в смысле, что мы ничего не будем слышать, но что Да, я думаю, да, будет очень плохо слышно, и можно этим пользоваться. Пользоваться? Ну, то есть нужно подготовиться как-то морально. И я думала, наоборот, ты скажешь, что тяжелее из-за этого будет, потому что плохо слышно. Ну, для кого-то, может, тяжелее, для нашей команды обычно легче. Хорошо. Я думала, что это минус, а оказывается, что это еще и неплохой плюс. Ну, посмотрим по сегодняшним дням, потому что первая игра начинается уже через 40 минут. Посмотрим, да, что будет. Ну, хорошо, спасибо. Але всіх питання одні ті самі. В основному про натовп, про те, що будуть болівати за Фурію, як ми себе будемо відчувати в цей момент, про Наві в цілому, чи статус Тендіна і всяке таке, ну все по кругу. Добре, а що ти відповідав? Ми будемо дуже боятися Фурії. Я не знаю, як грати, просто це треш, так? Так і було. Ні, про натовп я відповідав так, що персонально для мене, чи натовп вболіває за тебе чи ні, я цього не відчуваю. Тому що якось фокусуєшся на грі, ти звертаєш увагу на якісь інші речі, і це не має ніякої різниці, в принципі, для мене особисто. Я в тебе не сумнівалась. Твій капітан, ми ось тільки що з ним обговорювали, те, що нема кабінок на сцені. Такі, да, він це бачив, вже є фотки в інтернеті. Що ти думаєш взагалі про це? Ну, я думаю, що це буде трохи дивно, тому що, ну як працює стадіон? Він працює як ехо, тому що він закритий, і буде постійний звук йти через середину. Так. І, мабуть, це буде дуже, голосно, не те, що, можливо, будемо це чути, але більше, мабуть, фізично буде трястись, там вібрації, от таке всяке, воно так загалом і буває. Тобто це може якось повпливати і навіть на АІ? Навіть на АІ? Сподіваюся, що ні. Ніхто не буде трясти стіл. Дуже сподіваємося. Деніс сказав, що нестача аудіоінформації, вона скоріше може навіть бути плюсом для вас, аніж мінусом. В якомусь плані використати. Так, в якомусь плані я можу зрозуміти, тому що ми ж більше фокусуємося на те, що відбувається в макрогрі, тобто довкола, а не в мікро. Тому це може бути позитивним ефектом. Так.
Саша, ну что, уже прошла стадия легенд, ты успел почувствовать на себе любовь бразильских фанатов. Расскажи, какие у вас складываются отношения до сих пор, до четвертьфинала. Чем удивили, чем они отличаются от других, потому что постоянно к тебе больше всего внимания. Да, прикольно было играть с ними. Чем отличается? Ну, они поют песни, танцуют, все время радуются. Прикольно, необычно. То есть мы играли там в Колумбусе, я играл, играли Нави в Кёльне, там по-другому все, там не так. Ну и много нас поддерживали. Всегда нас поддерживали, пока не выходила команда Фурия или Ликвид сетапиться на сцену. Да, за Ликвид болели против нас. Меня это удивило, неприятно. Но дело не в этом. Ладно, что-то было кринжовое, странное, какие-то там необычные вещи, о которых ты расписывался, какие-то необычные просьбы от бразильских фанатов за эту неделю. Что такое было? А я уже не помню. Ну, Но ладно. они смешно всегда это. Зовут, чтобы я расписался, вот это один раз было. Я говорю, сейчас нет времени, у нас перерыв. Они такие, simple, все вместе. Расстраиваются. Да, но это смешно очень было. Ну, какие эмоциональные. Мы видели, что Неймар отметил тебя в истории. Расскажи, вы общаетесь с ним? Да, так, иногда. Просто это ж команда его еще Фурия. Он мне ответил историю, и он еще не знал, что мы будем с Фурией играть. Да. Я ему написал, Что он смеялся. ответил? Смеялся. Сказал удачи? Да. Сказал, что приедет нам лица бить? Нет. Не, у него сейчас будет чемпионат мира скоро. Ну да, они вряд ли сейчас здесь. Хотя было прикольно. Мне кажется, он бы пришел, если бы он был Конечно. в Бразилии, большой фанат. Хорошо, немножко о Фурии. Все у вас, в принципе, задают одни и те же вопросы. Лично ты чувствуешь, что ваша игра, учитывая, что мы прошли 3-2, сыграли много матчей, Best of 3 в том числе, чувствуешь ли ты, что она достигла какого-то пика? Или, в принципе, есть еще куда расти? Видел ли ты развитие сквозь все матчи легенды? Да, я чувствую, что у нас сильная игра, и вот эти два поражения, 16-14, они, возможно, нам просто на пользу пошли. Мы очень много карт сыграли, и я думаю, в этом есть очень большой плюс для нас. То есть Фурия, которая вышла 3-0, они не проигрывали, они могли не заметить свои минусы в какой-то игре. У нас по-другому. Мы стараемся все время фиксить ошибки, у нас они есть, даже в матчах, которые мы выигрывали на этой стадии. Это как те команды, которые прошли из челленджеров в легенды, и они, в том числе и Фурия, и классно выступили в легендах, потому что у них уже был опыт турнирный. Да. А теперь мы на месте той команды, которая сыграла больше. Кто еще тебе в плей-офф кажется достойным финала? С Фурией мы в финале точно не увидимся. А с кем ты считаешь, что мы можем таки встретиться? Я считаю, что если мы выиграем Фурию, то, скорее всего, мы встретимся с Героем. Интересно, как они со Спиритс играют. И финал, наверное, Cloud9, если там их не удивят. Кстати, сегодня матчи будут, да? Да, Outsiders Fnatic, Cloud9. Cloud9, Маус. Маус, точно, Cloud9. А как тебе Маус, молодежь, которая пришла? Так? Ну, они там, не знаю, обычно, когда игроки плачут, что они вышли в плей-офф, то в следующей игре их просто уничтожают. Это не к добру. Но они очень сильно радовались, что вышли в плей-офф. Нет, ну... Представь, сколько это значит для них. Вспомни себя в их возрасте, как ты начинал. Я не плакал, когда в 2014-м с Hellraisers выходил в плей-офф. Подожди, есть видео, я это точно помню. Это другое. На мажоре. Там я играл с Liquid. ужасно. С Liquid. Это квалификация была вообще, прикинь. Ну да, и вы не прошли, и ты в интервью плакал. Мы прошли. Вы Мы прошли, непонятно и ты как плакал. закомбэчили, да. I was like lurker and I don't do anything, like support player, and I feel that we're gonna lose. It's the first time when I was on tilt, and after this last kill, I was so happy. You got it, buddy. Почему? Ты понимал, что Я просто, я не плакал, да, потому что я офигел, как моя команда вытащила меня. Потому что я тогда ничего не мог сделать. Мы тогда играли против Оскара, кстати, Ангела. Ангел, привет. Ангел, Классно, мы вас уничтожили. Мы тогда смотрели с Хаосом, как раз с Амираном эту игру. Valorant подписали, люди там начинают спекулировать на тему того, что Simple на 3 года подписаться, сейчас поиграть в CS, потом к нам Valorant перейдет. Да, Нави топ-1 по Valorant. Нави Видели топ-1 по вообще? Valorant, да. Что скажешь по этой перспективе? Интересно. Надеюсь, пацаны будут играть так же, как играли. Ну, они же топ-1 же по рейтингу занимают. Классно, я рад за нами. Просто она меньше, чем я думала. Потому что людей будет много, будет смотреться масштабнее. На нас кричат. Мне уже страшно. Simple такой, бич.
Okay, we need to go, guys. Sorry. Нам выдали новые бейджики, мы садимся в автобус и едем уже в гостиницу. Спасибо, что посмотрели этот влог, поставьте лайк, напишите комментарий, пожелайте нам завтра удачи против Фурии. Фух.